На протяжении почти 5 месяцев после помолвки они не стеснялись близких контактов на публике. Принц Гарри и Меган Маркл держались за руки во время различных мероприятий, приобнимали друг друга за спину. Но на недавней королевской церемонии вручения Queen's Young Leaders в Букингемском дворце обозреватели обратили внимание на любопытный момент. Герцогиня Меган привычно потянула руку к мужу, но на этот раз Гарри жест не поддержал, скрестив руки. В чем дело? Большинство королевских пар до Гарри и Меган редко брали друг друга за руку при посторонних, но это обусловлено вовсе не требованиями протокола, а обычаями королевской семьи. Так, к примеру, сама королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп всегда избегали публичного проявления чувств, хотя как пара они до сих пор близки, даже спустя 70 лет после свадьбы. Это сдержанность, отражение так называемых стоических ценностей поколения, отмечает королевский биограф Джайлс Брандрет. Разумеется, принц Гарри прекрасно знает о нравах бабушки, поэтому в тот момент, когда Меган попыталась взять его за руку, он предпочел не заметить инициативу супруги, сложив ладони. Молодой герцогине подобная оплошность вполне простительна, поскольку она пока на стадии адаптации в роли члена королевской семьи. Эксперт по языку тела Робин Кермот отмечает, что жест Меган идет вразрез не с требованиями протокола, но с неписанными правилами для королевской семьи, члены которой ориентируются на ее величество. Совершенно ясно, что Уильям и Кейт эмоционально близки, однако они не чувствуют необходимости доказывать свою любовь, особенно когда речь идет об официальных и государственных делах. Нечасто можно увидеть королевские пары, держащиеся за руки во время официальных выходов, поясняет эксперт по королевскому этикету Мик Мейер. Герцог и герцогиня Кембриджские редко берутся за руки, хотя подобное часто демонстрирует принц Чарльз и герцогиня Корнуольская. Это вопрос личных предпочтений пары, но многое также зависит от характера посещаемого мероприятия. Чем выше статус мероприятия, тем выше уровень профессионализма, демонстрируемый членами королевской семьи. С тех пор, как они официально выступили в качестве пары на играх непокоренных осенью прошлого года, Гарри и Меган нередко держались за руки и похлопывали или поглаживали друг друга по спине. И, конечно, это контрастировало со сдержанностью, которую обычно проявляют Уильям и Кейт. Но теперь Меган является официальным представителем королевской семьи, и пора уже явно начала притормаживать в демонстрации чувств на публике, особенно на формальных мероприятиях. То, что Гарри и Меган держались за руки, будучи женихом и невестой, нетипично для королевских помолвок.
Скорее всего, это был жест, с помощью которого они хотели показать всем, что они теперь одно целое, и отметить помолвку, рассуждает Мейер. Не существует никакого протокола, запрещающего подобные проявления привязанности на публике, и эта их искренность понравилась людям. В целом, как считает эксперт, тот факт, что Меган и Гарри держатся за руки на официальных королевских мероприятиях, придает королевской семье более современный облик. Фото: Getty Images.